Добрый день! Сегодня я хочу вам показать, как можно слепить вот такую глоксинию. Меня зовут Наталья, и мы начинаем. Для лепестков нам понадобится глина Modern Clay и немножко зефирной глины. Зефирную глину я вмешиваю где-то процентов 80 Modern Clay и процентов 20 зефирной. Зефирная нам даст бархатистость небольшую и уберет вот этот вот блеск, который нам дает глина Modern Clay. Если вы планируете делать белые глоксинии, добавьте еще немножко белил цинковых. Но имейте в виду, что когда вы добавляете белила, глина очень быстро сохнет. Поэтому глину небольшими порциями замешивайте и быстренько ее отработайте. То есть замешали, слепили цветок, чтобы она у вас не засыхала очень быстро. Из инструментов. Так как я не нашла нигде каттеров глоксинии, я сделала их сама. Сделала из углозащитной ленты. Она продается в строительных магазинах. Вот так она выглядит. Феном греете эту сторону, где у вас бумага. Она на бумажной основе. Вот эту сторону греете феном, и она легко снимается, эти две полоски. Придала вот такую вот форму. То есть наподобие грибочка, что ли. И теперь мы будем делать лепестки. Вырезаю я на вот такой вот досточке. Для детского творчества она идет. Вырезаю каттеры. Каттером вырезаю. Если вы делаете простую глоксинию, то нам понадобится 6 лепестков. Если вы будете делать махровую, тогда нужно будет где-то 9 или 12, смотря какой пышности вы захотите сделать. Теперь нам нужно будет немножко истончить вот эти вот края. Для этого я положу в тот же файл и сейчас покажу, каким образом истончить. Вот так мы ложим и пальчиками проходимся по краю. У глоксинии очень слабо выраженная фактура лепестка, но все же я решила немножко сделать и отфактурить. У меня это лист пиона. Он не имеет такой очень яркой фактуры, поэтому смотрите, еще момент один, чтобы наши лепестки не заветривались, их можно просто положить. Это упаковка из глины. Просто если долго работать с лепестками, то они немножко подсохнут и фактуры уже не будет. Такая небольшая фактура. Точно так продолжаем фактурить все 6 лепестков. После того, как мы отфактурили наш лепесток, мы должны еще сделать вот здесь такую как бы бахрому. Для этого я взяла зубочистку, можно стек, можно зубочистку. И вот такими движениями прокатываете лепесток на этом участке. Это также истончит наш край лепестка и придаст реалистичность. Вот так. Вот для сравнения. Точно так делаем на всех 6 лепестках. После этого переходим к покраске. Вот этот цветок я красила смесью пастели вот такой и вот такой. Вот их номера. Это чтобы получился довольно-таки насыщенный цвет. В этом уроке я вам покажу, как сделать более нежный цвет. Для этого я возьму вот такую пастель. Сейчас покажу номер. Если делать нежную глоксинию, то покраска минимальная будет. Берете кисточку и проходитесь по краю, немножко вот растягивая сюда. Она едва-едва розовая, то есть очень-очень нежная.
Наша задача, если будете делать светлую, покрасить вот этот участок. Вот этот. Это если делать светлую. Если делать вот такой цвет, сейчас я вам покажу, как сделать его. Для этого мы берем цвета поярче. И точно так кистью мы наносим сначала сиреневый цвет, только здесь у нас немножко по-другому будет покраска. Для нежных мы делаем только по краю, по вот этому краю. Для более темного цвета, вот как здесь, мы наносим сиреневый сюда и немножко протягиваем его вниз. Видите, здесь вот проявилась теперь фактура. Теперь берем цвет мадженты. И здесь уже проходимся по самому краю, немножко вот смешивая цвета. Пока у нас влажная глина, не засох еще лепесток, цвет будет поярче у пастелей, понасыщеннее. Также можно пройтись с обратной стороны. Вот так. Ну и, естественно, все наши 6 лепестков. Так, переходим к сборке. Раньше я собирала глоксинию на вот такую вот лампочку. Я ее обернула пищевой пленкой. И также можно нанести немного крема. Обычный крем мы наносим на нашу лампочку, обтянутую пищевой пленкой. Но сейчас я вам покажу еще один способ. А вы выберите, какой вам удобнее будет. Нам нужен клей. И начинаем собирать наш цветок. Вот здесь мы истончали края. Поэтому очень тоненьким слоем наносим сюда клей. Вот до этого участка. И приклеиваем лепесточек. Старайтесь сделать это буквально по краю, чтобы у нас не было вот здесь вот слишком большого утолщения лепестка. И в шахматном порядке, то есть, как всегда, у нас должно быть 3 внутренних и 3 внешних лепестка. Они между собой одинаковые, но очередность у них разная. Такой вот веер получается. После того, как мы сделали такой веер, можно придать форму. Здесь нам нужно склеить и передать форму граммофона. И вот теперь удобно на нашей лампочке здесь очень важно закрыть вот это отверстие, потому что у нас там будет всего лишь пестик-тычинка на проволоке. Поэтому проходимся клеем. И дожимаем наши 3 лепестка внутренних и внешних. Глинка еще сырая на этом этапе и хорошо поддается формированию. Можно так и оставить на лампочке, только немножко вот здесь расправить лепестки.
Также можно оставить, вот я вчера взяла обычная коробка, яичный лоток, и вот сюда наш вот такой вот граммофончик так высох. Здесь немножко темнее, потому что глина высохла и немножко потемнела. Ну и от насыщенности, конечно, тоже зависит, как вы будете тонировать. И теперь, пока наш граммофончик сохнет, мы перейдем к тычинкам. И пестики тычинку, вот такие, я буду делать из японской проволоки номер 30. Она достаточно тоненькая. Разрезаем ее на 5 частей. Этого достаточно будет. Вы знали, кстати, что глоксиния в переводе с языка цветов называется «любовь с первого взгляда». Вот. Итак, нам нужен будет один пестик и где-то 4 или 5 тычинок. Для пестика мы берем глину, из которой мы делали лепестки. Смесь нашей глины. Здесь можно промазать клеем, можно как бы не мазать. И накатываем. Тычиночки у нас не такие длинные. Накатываем глину на нашу проволоку. И можно немножечко оставить, буквально 1 миллиметр проволоки здесь. Не докатывать ее до конца. Теперь переходим к нашему пестику. Для него нам понадобится глина зеленого цвета. Не очень яркую ее делайте. И здесь уже мы прокатываем до самого конца. И оставляем небольшой вот такой вот как бы шарик в конце. То есть в процессе прокатки, вот я его вытяну, видите, здесь вот, где получился загиб такой, здесь нет проволоки. Теперь мы берем ножнички, можно скальпель, и делаем вот такие насечки, как крестик. Раз и два. И здесь слегка прижимаем. Теперь из этой же зеленой проволочки, вот у нас 5 тычинок, мы катаем 5 малюсеньких таких шариков. Где-то формой, как рисовое зернышко. То есть они не круглые, а чуть-чуть вот вытянутые. И теперь у нас здесь оставался маленький кусочек проволоки. Мы макаем ее в клей и как бы нанизываем нашу тычинку. Вот так. Можно слегка изогнуть здесь. Итак, начинаем нашу сборку. Стебель у нас будет из проволоки где-то, наверное, 18 номер. У меня, к сожалению, не подписана какая-то проволока. Но так как у нас граммофончики не то чтобы слишком тяжелые, но 24 здесь точно не подойдет. Берите потолще. И мы прикручиваем с помощью тейп-ленты наш пестик. И тычинки. Смотрите, чтобы пестик был немножко повыше, чем тычинки. Теперь для удобства нам нужно будет прокатать нашу проволоку и сделать из нее уже сам стебель цветка. Это просто удобнее сейчас сделать. Поэтому берем зеленую глину. Наносим клей на проволоку по всей части. То есть и вот эту часть тоже промазываем. Начинаем нашу глину
как бы растягивать по проволочке и катаем. Стебли не очень высокие у глоксинии, поэтому я думаю, что такой вот длины вполне достаточно будет. Прокатываем, можно водой замыть вот здесь, если будет неровно. И пока наш стебель подсыхает, можно будет сделать листочки. Листочков катера у меня тоже нет, поэтому я сделала тоже из ленты вот такую форму. Если присмотреться, то у глоксинии такая вот форма листочков. Можно взять вот такой у меня катер есть, это девичий виноград, но здесь более острые края. Вот из такого катера получится вот такой листик. Сейчас покажу, как его сделать. Для этого мы берем зеленую глину, также раскатываем в файле и вырезаем ее. Можно для удобства еще перед этим обкатать немножко ножку, вот этот вот участок. Тогда будет легче. Наносим клей. На небольшой участок, где у нас вот эта вот ножка будет. Здесь можно тоже края немножко истончить, то есть просто прижать. Фактурить я буду на листе розы, потому что посмотрела в интернете более схожая фактура, вот лист розы. Не видела вообще почему-то инструментов по глоксинии абсолютно. Теперь мы берем нашу заготовочку и вклеиваем в эту прожилку. Это метод защипывания называется. Когда мы проволоку вживляем в лист таким образом, защипываем ее. Теперь можно еще немножко доработать листочек с помощью стека с шариком. Чуть-чуть увеличить вот эти вот края таким вот прокатыванием. Все, и оставляем наш листочек высыхать. Пока он сохнет, мы можем наши тычинки вклеить. Для этого наносим на вот этот вот участок клей. Продеваем. Смотрите, еще момент. Вот здесь у меня получилось, как я говорила, когда мы натягиваем вот на лампочку, да, чтобы у нас не было вот здесь зазора. Если получился небольшой, ничего страшного. У меня вот здесь тоже он получился. Можно заклеить зеленой глиной. Потом мы его закроем чашелистниками. И теперь как бы надеваем наш этот граммофон цветок. Протягиваем его здесь. Теперь переходим к покраске листочков. Я беру травяная зеленая. Очень удобно красить при помощи косметического спонжа. Для этого наносим краску прямо на спонжик наш. И вот такими как бы штамповочными движениями наносим краску по всей поверхности листа. Видите, здесь как раз проявится тогда фактура листа. У глоксинии вот посередине немножко светлее.
получается листочки, серединка. Поэтому вот так вот как бы вбиваем краску. Также на некоторых участках можно пройтись пастелью. Это придаст еще больше бархатистости нашему листку. И вот такой вот листочек у нас получается. Когда все листочки будут готовы, можно переходить к сборке. Но перед тем, как перейти к нам к сборке, нужно не забыть про вот такие вот чашелистники на цветах. Здесь я уже сделала, а на этом цветочке вам покажу. Для этого нам нужна зеленая глина. Я взяла Вайнер чашелистника розы. Из зеленой глины катаем шарик, делаем капельку и расплющиваем его. Таких 5 штук. Дальше, соответственно, отпечатываем на Вайнере. Теперь нам нужно их приклеить. Для этого наносим клей на край, то есть, ну вот на стык, да, нашего цветочка со стебельком. И приклеиваем. Когда все наши чашелистники будут приклеены, вот этот стык нужно нам замыть водой. Также можно немножко подтонировать зеленой краской. И вот теперь мы можем перейти к сборке нашего цветка. И теперь наконец-то сборка. У нас получилось 3 цветка, точнее у меня, у вас не знаю, и листочки. Так как они имеют немножко вот такую форму, мы их немножко завернем. Такие вот загибы нужно сделать, когда еще наша глина не совсем высохла. Начинаем собирать. Собираю ее с помощью тайп-ленты. Так наши цветочки будут смотреться. И теперь в шахматном порядке мы прикручиваем точно так листочки. И после сборки у нас получается вот такой вот цветок. Глоксиния — это комнатное растение. Оно было очень популярно. Одно время, не знаю, как сейчас, но все мечтали о таких граммофончиках. Осталось только посадить нам в горшок. А как оформлять в горшок, я показывала в видео по оформлению подснежников. А на этом все. И помните, что красоту творить легко. До новых встреч!